Всем доброго времени суток. Закончил оцифровку очередного локомотива. В принципе, видео не собирался снимать. Сделал по просьбе Александра DCC Train. И скорее даже как ответ на его видео об установке декодера ESU Voxsound Micro в катовский санитарный поезд. И вот что получилось у меня. Значит, отдельно включаются буферные огни. Отдельно подсветочка номерных рамок, ну, соответственно, головной свет. Вот, все это, соответственно, работает при направлении движения вперед. Если меняем направление, то номерные рамки остаются гореть, головной и буферный свет, соответственно, гаснут. Оцифровка очередного локомотива Kata SD42. Ставить я буду в него декодер ESU Voxsound Micro V4. При установке я сниму с него изоляцию, чтобы он подошел по ширине. Значит, ставить я его буду вот в этом месте. И для того, чтобы он влез, я срежу вот эти выступы на металле с двух сторон, соответственно. Вот, и вот таким вот образом здесь этот декодер будет стоять. Кроме того, в носовой части я тоже вот этот вот срежу. И здесь буду ставить динамик. Итак, вот я обточил раму, срезал лишнее. Видите, уже заизолировал каптоном те места, где будут моторные лепестки. Настоятельно рекомендую иметь вот такую ленту. Очень хорошо клеится и очень хороший диэлектрик. Но прежде чем я буду собирать раму, я еще сделаю вот такие лепесточки из латуни. Вот, латунь 0,25 мм толщиной листовая. Значит, для чего я их сделаю? Я к ним буду подпаивать токосъем и поставлю я их вот в это место рамы. То есть никак я их крепить не буду, просто за счет прижима к раме у меня будет контакт. Ну, соответственно, прежде чем их вставлять, нужно их заизолировать друг от друга и от противоположной части рамы. И для этого я опять-таки воспользуюсь каптоновой лентой. Отрежу кусочек и наклею вот так, чтобы был он чуть-чуть перекрывало, то есть не по самому краю, не знаю, сколько, вот, а чтобы лента выступала за край, и отрежу точно так же, чтобы кусочек оставался, ленты чуть больше, то есть не по краю лепестка, а чуть больше. И сверху, где сам загиб, вот здесь, я не буду обрезать ленту, а закрою, и потом, когда буду паять, я ее
сниму и уже по месту там определюсь, сколько отрезать нужно. И вот я собрал корпус, и теперь обрезаю лишний каптон, но обрезаю его не по линии соединения, а чуть-чуть дальше, так чтобы часть лепестка все равно осталась заизолирована на случай, чтобы исключить замыкание вот в этом месте. Все, теперь, значит, сам декодер я его вытащил из пленки и буду ставить вот в этом месте. Соответственно, предварительно я тоже заизолирую эту площадочку, где я его буду ставить. Так, для динамика я сделал вот такой вот корпус из пластика. Ставить я его буду вот сюда в кабину, за место вот той пластиковой заглушки, которая там стояла. Динамики я использую вот такие небольшие, это от 4-го айфона. И вот таким образом здесь, соответственно, я отверстие вырежу, и вот таким вот образом здесь будет стоять этот динамик. В этой инсталляции я решил не использовать мелкие светодиоды 0402. Значит, использую я их только в буферных огнях, потому что здесь другого варианта, в общем-то, нет. А головное и хвостовое освещение, и также подсветку номерных табличек я использую родные линзы, которые стоят, и с обратной стороны наклеен светодиодик 3014. Приклеивал я его вот Micro Crystal Clear. Итак, вот смонтировал я конденсатор. Также видите, здесь диод, под ним резистор, и здесь вот резисторы с общего плюса, которым будет подключаться освещение. Значит, конденсаторы я использую танталовые. Вот такие конденсаторы, 100 микрофарад на 25 вольт. И здесь в банке стоит 4 конденсатора у меня. Теперь начну припаивать уже провода освещения. Значит, все у меня здесь готово. Вот в корпусе все собрано, светодиоды, провода. И сейчас я начну припаивать. Разъем я не делаю, потому что смысла в нем не вижу. Аккуратно припаяю, закрою. И все. Я надеюсь, что все будет работать. И разбирать постоянно не придется локомотив. Поэтому разъем, в общем-то, мне не нужен. Итак, локомотив собран. В общем-то, вот в таком виде. Кроме всего прочего, я менял еще сцепки здесь на локомотиве. Вместо катовских у меня стоят от MTL сцепочки. И также видите, что перебиты номера. Изначально это был локомотив АТСФ. Я его, соответственно, перебил в BNSF. Вот. И для этого я использовал вот такие вот декали от Microscale. То есть на одной просто заплаточки цветные, и на второй уже символика, которая переносится на локомотив. Надеюсь, видео понравилось. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока-пока.